Анатомия величайшей битвы. Кошмар формации Хелл-Крик. Поздний меловой период. 66 миллионов лет назад. Мы находимся в самом сердце того, что палеонтологи будущего назовут формацией Хелл-Крик. Но для обитателей этого времени это не формация. Это живой, дышащий и невероятно опасный мир. Воздух здесь настолько плотный от влаги и испарений хвойных смол, что, кажется, его можно осязать. Каждый звук здесь имеет значение. Далекий хруст ветки может означать приближение 7-тонного убийцы. А внезапная тишина, что вы уже находитесь в его прицеле. В этой экосистеме нет места слабости. Здесь разыгрывалась самая затяжная и жестокая драма в истории жизни на Земле. Это не просто борьба за выживание. Это кульминация эволюционной гонки вооружений, длившейся миллионы лет. Два имени, которые знают все. Тираннозавр Рекс и Трицератопс хоридус. В массовом сознании, благодаря Голливуду, их противостояние превратилось в эффектное шоу монстров. Но правда гораздо страшнее и интереснее любого кино. Это была битва двух совершенных систем, где на одной стороне абсолютная атакующая мощь, а на другой неприступная мобильная крепость. Был ли тираннозавр безусловным тираном, для которого Трицератопс был лишь консервной банкой с едой? Или же трехрогий гигант был тем самым противником, который раз за разом заставлял короля отступать, оставляя на его теле глубокие шрамы и сломанные кости? Сегодня мы погрузимся в этот конфликт глубже, чем когда-либо. Мы разберем анатомию этих титанов до последнего позвонка, измерим давление в их мышцах и рассчитаем вектор каждого удара. Мы восстановим события величайшей дуэли, опираясь на новейшие данные компьютерного моделирования и уникальные палеонтологические находки. Приготовьтесь. Это анатомия реальной схватки. Боец номер 1. Тираннозавр. Биологический шреддер. Посмотрите на этот венец хищной эволюции. 7, а по некоторым оценкам и 9 тонн живого веса. Тираннозавр Рекс – это не просто животное. Это ответ природы на вопрос, как создать идеальную машину для уничтожения самой защищенной добычи. Начнем с его главного инструмента – челюстей. Это не просто рот. Это гидравлический пресс. Инженерные расчеты показывают, что сила укуса взрослого Ти-Рекса достигала 35-60 тысяч ньютонов. Чтобы вы осознали масштаб. Это давление в 6 тонн на 1 квадратный сантиметр. Если бы тираннозавр решил перекусить современный легковой автомобиль, он бы сделал это, почти не заметив сопротивления металла. Но мощь – ничто без правильных инструментов. Его зубы часто называют бананами, и это самое точное описание.
В отличие от тонких и острых, как бритва, зубов аллозавра, зубы Тирекса были массивными, глубоко укорененными в челюсти и способными выдерживать колоссальные боковые нагрузки. Они не были созданы, чтобы резать мясо. Они были созданы, чтобы взламывать кости. Когда челюсти смыкались, зубы входили в тело жертвы как клинья, дробя ребра и позвонки, превращая защиту трицератопса в груду бесполезных осколков. Обратите внимание на его шею. Огромные S-образные мышцы позволяли тираннозавру не просто кусать, а совершать мощнейшие рывки головой, буквально вырывая куски плоти весом в сотни килограммов. Его ноги — это колонны, поддерживающие всю эту конструкцию. Тирекс не был стайером, он не мог бежать долго. Но его первый рывок, благодаря мощнейшим хвостовым мышцам, соединенным с бедрами, был молниеносным. Но что делало его по-настоящему опасным, так это его сенсорная система. Его бинокулярное зрение было лучше, чем у современного ястреба. Он видел мир в объеме, четко рассчитывая расстояние до цели даже в сумерках. Его обонятельные луковицы были самыми крупными среди всех тероподов. Он не просто чуял кровь. Он видел запахами, отслеживая перемещение стада трицератопсов за многие мили. Однако у этой машины смерти были критические уязвимости. Огромная масса делала любое падение на высокой скорости фатальным. Сломанные ребра или поврежденный череп в мире без антибиотиков означали медленную смерть. Его передние лапы, хоть и были сильными, не могли достать до противника в ближнем бою. Тирекс был мастером дистанции. Если бой переходил в партер или тесную свалку, хищник оказывался в зоне огромного риска. Боец номер 2. Трицератопс. Бронированный таран. Перед нами антитеза хищнику. Трицератопс хоридус. 9 тонн ярости, закованный в броню. Если тираннозавр — это меч, то трицератопс — это щит, который сам умеет наносить удары. Первое, что бросается в глаза, это его голова. Это один из самых крупных и тяжелых черепов в истории наземных животных. Почти треть длины всего тела. И главная его деталь — костяной воротник или фрил. Долгое время считалось, что это лишь украшение. Но последние тесты на прочность показали, этот щит, усиленный мощными слоями кератина, мог выдерживать прямые удары челюсти Тирекса. Это была активная броня, защищающая уязвимую шею и крупные кровеносные сосуды. Но трицератопс не был пассивной жертвой. Его главное оружие — 2 массивных надглазничных рога. Длиной более метра каждый. Они состояли из плотной кости, покрытой чехлом из кератина, который постоянно затачивался. В отличие от рогов оленей, эти пики не были предназначены для турнирных боев. Они были созданы для убийства. Биомеханика трицератопса уникальна. В отличие от многих других травоядных, его передние лапы были расставлены чуть в стороны, что давало ему невероятную устойчивость и маневренность.
Он мог разворачиваться на месте быстрее, чем любая балерина, всегда держа противника на прицеле своих рогов. Низкий центр тяжести делал его почти невозможным для опрокидывания. 9 тонн, стоящие на 4 мощных опорах, превращали его в живую скалу. Когда этот зверь переходил в атаку, он превращался в снаряд. Представьте себе массу в 9 тонн, несущуюся на скорости 25 км в час. Кинетическая энергия такого удара сопоставима с ударом небольшого грузовика. Но вся эта энергия была сосредоточена на кончиках 2 острых рогов. Если трицератопс попадал в грудную клетку или живот хищника, рога уходили вглубь на десятки сантиметров, разрывая легкие, печень и сердце. Это была мгновенная, сокрушительная смерть. Трицератопс не был мирным животным. Его поведение, скорее всего, напоминало современных черных носорогов или африканских буйволов. Вспыльчивых, территориальных и готовых атаковать любую угрозу еще до того, как она приблизится. Анатомия схватки. Тактическая дуэль. Как же происходила эта битва в реальности? Забудьте о рыках в лицо друг другу. В дикой природе шум – это признак неудачи. Сценарий А. Хирургическая атака. Тираннозавр-стратег. Он знает, что трицератопс опасен в лобовой атаке. Поэтому его тактика – засада. Используя сумерки и густую растительность, хищник подкрадывается сзади или сбоку. Его задача – совершить один единственный рывок. Если T-Rex успевал вцепиться в бедро или основание хвоста, он использовал свою массу, чтобы повалить жертву. Сломанный таз трицератопса означал конец боя. Хищник просто ждал, пока жертва истечет кровью, не подставляясь под рога. Сценарий Б. Железная оборона. Но что, если трицератопс заметил врага? Он мгновенно разворачивается лбом к хищнику, опуская голову так, чтобы рога смотрели прямо в грудь T-Рекса. Теперь начинается психологическая дуэль. Тираннозавр кружит, пытаясь найти брешь в обороне. Трицератопс вращается вслед за ним, совершая короткие, пугающие выпады. Для T-Рекса попытка укусить трицератопса за голову – огромный риск. Мы находим черепа трицератопсов с откушенными рогами, которые позже зажили. Это значит, что такие схватки были обычным делом. Но если хищник промахивался на долю секунды, он получал удар рогом в незащищенное горло или живот. У нас есть неоспоримое доказательство. Знаменитая окаменелость дуэлянты динозавров зафиксировала момент, когда оба зверя погибли одновременно, погребенные под оползнем в разгар боя. У тираннозавра сломаны зубы и раздроблена челюсть, а трицератопс искусан так, что живого места на нем не осталось. Это была война на истощение, где победителем часто не выходил никто. Итог. Наследие титанов. Это противостояние длилось миллионы лет. Это не была просто борьба двух видов. Это был двигатель эволюции. T-Rex становился все мощнее и умнее, потому что его добыча становилась все опаснее.
Трицератопс наращивал броню и остроту рогов, потому что его преследовал величайший охотник в истории. Они были идеальными партнерами в этом танце смерти. Каждое улучшение одного вида немедленно вызывало ответную реакцию другого. Если бы Трицератопс не был таким грозным противником, тираннозавр никогда не развил бы свой сокрушительный укус. Они создали друг друга. Их эпоха закончилась внезапно, когда с неба упал огненный камень. Но даже спустя 66 миллионов лет их кости рассказывают нам историю о невероятной силе духа и воле к жизни. В этой битве не было проигравших. Каждый из них довел свою биологическую концепцию до абсолюта. Тираннозавр Рекс остается символом мощи, но всегда помните, за каждым великим королем стоит противник, который не боится смотреть ему прямо в глаза. А на чьей стороне вы в этой вечной битве? Могла ли тактика хищника победить грубую силу живого танка в долгосрочной перспективе? Пишите свои теории в комментариях. Подписывайтесь на эпоху динозавров. Впереди вас ждет еще много открытий. До встречи в глубинах веков.